Всем привет! Как мы помним, прошлое видео закончилось парой неудач. Если вы не смотрели первую часть, то сделайте это. Вторая попытка доехать до локации с убежищем оказалась удачной. Я активировал карту, и данж открылся в удачном месте. С одного этажа получил Т6 шлем и Т7 куртку убийцы. Вернулся в убежище, взял еще одну карту. Рядом с выходом из убежки стоял подозрительный тип, поэтому я решил ехать в Т8 локацию не прямой дорогой, а сделать крюк. И, похоже, поступил верно, так как встретил двух игроков, определенно занимающихся гангом в данной области. Вышел в соседнюю Т5 локацию, посмотрел, что делать крюк до нужной локации слишком долго и соответственно опасно. Подумал, что лучше вернуться в убежище. И у входа обнаружил ганг-пати в сборе. Они не ожидали моего появления и не успели среагировать. Я прогулялся по убежищу и попробовал проехать в Т8 локацию еще раз. В этот раз все получилось. Карта открылась в удачном месте, и я прошел 2 этажа, получив неплохой лут. Спокойно вернулся в убежище, собрал свои пожитки и поехал в город. В одной из локаций встретил группу спешенных чуваков, но удачно смог их объехать. В городе, как обычно, взял 2 карты и вновь отправился в убежище. И в зимней локации со статик данжем встретил часть заряженного ганг-отряда. Прошел в локацию, из которой они вышли, в надежде, что смогу там оторваться от преследования. Но здесь все пути были перекрыты, и шансов уйти практически не было. Пришлось ехать в другую локацию на севере, пути к которой не были перекрыты. Очень спокойно прошел 2 данжа. Во втором финальный сундук оказался фиолетовым, с отличным дропом. По дороге встретил пати фармеров и в их компании доехал до безопасной зоны. В портальной локации использовал алтарь, и это было очень верным решением. Ганкеры и здесь занимаются разбоем. Дома взял еще 2 карты. В нужной локации встретил группу на кабанах. Они не стали меня пытаться преследовать, и я подумал, что это караван для вывоза ресурсов из убежища.
Активировал карту, и портал появился в 2 шагах от входной гайки, где через некоторое время появился блоб. Пришлось ждать его исчезновения. В данже из фиолетового книжного сундука получил 10 книг интуиции, из финального синего – Быстрокогтя и 7.1 книжку. Следующая карта открылась в центре локации, и как раз там же крутилась куча народу. Пришлось сделать вид, что я уезжаю в соседнюю локу. Я почти сразу развернулся и на этот раз без проблем вошел в свой данж. И сразу же следом в данже оказался лучник. Начали бой. Он поймал меня обраткой. У меня активировался плащ. Я в инвизе использовал мантию. Выйдя из инвиза, прожал мантию повторно и восстановил здоровье практически полностью. Противник в это время отхилился банкой. Я решил прожать сапоги, чтобы наносить больше урона и быстрее заковырять противника. Он решил убегать через мобов. Также Луку повезло взять алтарь на скорость передвижения, а мне пришлось идти за ним пешком. В этом моменте меня сильно просадили мобы и пришлось выпить банку инвиза. К этому времени мы вышли из боя, и моя еда на реген хп оказалась полезнее, чем омлет у Лука. Он попытался подловить меня, но неудачно. К тому же у меня откатилась мантия. А он чуть-чуть не добежал до входа на 2-й этаж. Для меня оказалось неожиданностью, что бой оказался таким затяжным и сложным, но хорошо, что все удачно кончилось. Зачистил 2-й этаж, получил шикарный лут и решил не рисковать, зачищая 1-й этаж. Без приключений вернулся в город, взял последние 2 карты. Без приключений прошел их, получил хороший лут и также спокойно вернулся в город. Наконец-то пришло время подвести итоги. Ремонт обошелся в 170 тысяч. Лута я выставил примерно на 6 миллионов 700 тысяч серебра. Прибавим 1 миллион 190 тысяч из мешочков и получаем 7 миллионов 890 тысяч. Это лут с 16 полностью пройденных карт. Получаем с одной карты 490 тысяч серебра, лутом с учетом выигранных боев и кошельками. Одна карта стоит сейчас в районе 150 тысяч. Получается в среднем одна карта 8.1
приносит 340 тысяч серебра. Ну а так как я несколько карт потерял и всего купил их 22 штуки, то потратил на них около 3 миллионов 300 тысяч. Стоимость сетов высчитывать не буду, потому что я играю в чем хочу и можно использовать гораздо более дешевые вещи для фарма этих карт. Посмотрим, сколько фейма было заработано. 15 полностью зафармленных карт, плюс 4 частично, округлим также до 16. Всего было получено 4 миллиона 400 тысяч фейма, с учетом книжек. Делим на 16, получаем 275 тысяч фейма с одной карты. Вот такие результаты получились у меня. Хотелось бы заодно прокомментировать изменения рандомок, анонсированные в обновлении. Многие старые игроки относятся к ним негативно, в то время как новые игроки приветствуют ограничения на вход в данж. Я считаю это нововведение не очень, и объясню. Пока я проходил данжики для видео, меня всего раз загангала оголтелая толпа в данже. Остальные бои были примерно равные, и возможность того, что тебе в спину могут зайти, добавляет интереса игре. Я понимаю, что разрабы хотят сделать место для соло PvE в рандомках и место для соло PvP в Corruption данжах, тем самым разведя одиночек в разные стороны. В итоге окажется, что сольники будет скучно проходить, а в Corruption'ах люди будут играть в 2-3 билдах с одними и теми же противниками. И оба этих пласта игроков будут страдать от гангеров в открытом мире, которых сейчас уже довольно много, и что-то мне подсказывает, что после обновы их количество вырастет. Так что я, как задрот сольников, считаю их изменения в текущем виде неправильным. Ну и всем спасибо за просмотр, напоследок анонсирую розыгрыш 4 ворон, чтобы вам было на чем гангать одиночек после обновления. Условия, как всегда, лайк, подписка, открытый список подписок на YouTube. Всем пока!